Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, кто случайно, быть может, заглянул на канал Таро Испирационе. Таро расклад «Прибыль и успех», работа, творчество, бизнес или дополнительный доход. Давайте зададим вопросы, которые касаются очень важной сферы нашей жизни по части нашего благополучия в первую очередь. Потому что такое деньги, будем говорить, или личное самовыражение, которое в конечном итоге все равно мы предполагаем получить какую-то прибыль. Так вот, деньги – это не что иное, как энергия, которая нам позволяет осуществить многие наши намерения и цели. Это взаимодействие с миром и с нашими желаниями. Поэтому от того, как мы сумеем правильно распорядиться своим временем или своей энергией, какое, в принципе, направление мы выбираем, от этого будет зависеть наше качество жизни. Сегодня мы говорим о работе, вашей работе. Этот расклад для тех, кто готов прикладывать усилия, чтобы изменить финансовую ситуацию, или вы хотите работать самостоятельно. Расклад подойдет тем, кто продумывает, как реализовать себя и в каком направлении мне двигаться. Возможно, у кого-то из вас есть работа основная, и есть и еще дополнительный заработок. И вы определяетесь, чему отдать предпочтение. Или какой-то один из направлений, одно из направлений, точнее, у вас пробуксовывает. Может быть, тоже вы пытаетесь понять как раз, куда мне есть смысл прикладывать энергию, потому что хочется просчитать. Не хочется в пустоту, в воздух работать. Или у вас вообще много идей, мои дорогие, и вы готовы начать, но где-то мешкаете, потому что не можете определиться, какая сфера сработает у вас. У нас сегодня будет 3 варианта. Вот карта рационализма. Так выглядит королева воздуха, но карта нам о чем говорит? С одной стороны, блеск говорит по этой карте. Блеск имеется в виду, сияйте, может быть, как звезда, ваша популярность. Может быть, для кого-то сразу подсказка: присоедини рекламу свою или присоедини сведения о самом себе посредством интернет. Все-таки королева мечей или королева воздуха. Воздух, пространство, интернет – это все взаимодейственно. Для кого-то это как символ и подсказка одновременно. И будь компетентным, безусловно, какой-то вопрос нельзя оставить без внимания, понимаете? Или карта говорит, по этой карте ведь проходит обучение. Значит, постоянно чему-то учиться – это не есть буквально садиться за парту, а в процессе вашей работы получать знания. И сейчас как раз благодаря эфиру, пространству мы имеем интернет и можем этот процесс не прекращать. С другой стороны, для кого-то это подсказка: изучи закон, кстати. Или оформи как-то свое дело более конкретно. Просчитай какие-то вопросы, которые у тебя завтра не будут тебе, точнее, давать каких-то сомнений по части, правильно ли ты делал, чтобы не было конфронтации с законом, чтобы все было согласовано или, мои дорогие, оформлено официально. Итак, у нас будет 3 варианта, и вы можете загадать все 3, если вы сейчас думаете о направлениях в вашем творчестве, в вашей работе, в вашей деятельности. Или выбрать одно, если, может быть, что-то пробуксовывает. Или какую-то другую, любую ситуацию вы пытаетесь продумать, где же мой успех. Каков он, мой успех? Не торопитесь. Если необходимо, ставьте на паузу. Основной вопрос помните. Прибыль и успех. Где мой успех? Или где моя прибыль? У каждого своя какая-то задача. Вот в каком направлении, как видят карты. И далее мы с вами раскроем. Итак, перейдем к первому варианту. Как видят карты? Вы знаете, по этой карте у вас получится что-то сделать. Что-то, почему говорю? Серьезный старший аркан, 16-й, карта башня. Но в этой колоде карт, это колода ангелов, поддержки, патронажа ангелов. Это трансформация. И обратите внимание, ангел берет за руку и выводит вас из той ситуации, положения, как помощь высших сил.
Так вот, из той башни, которая через некоторое время будет разрушена. Вам действительно, кто выбрал первую позицию, нельзя, в принципе, не думать о продолжении своего дохода или приложенных усилиях, или не задавать себе вопросы, где же мой успех, потому что от этого зависит ваша жизнь, мои дорогие, все-таки благополучие. Мы все земные люди. И поэтому это как может быть освобождение. И кто-то меня смотрит, загадав первый вариант, вы хотите изменить ситуацию кардинальным образом, потому что не можете продолжать какую-то работу. Или она вас измотала, или она вам не нравится, или вы, может быть, и определенное количество лет даже занимались чем-то, вы имеете профессию, образование, может быть, даже имеете. Здесь что-то фундаментальное идет. То, что вы умеете делать хорошо, скорее всего. Но по каким-то причинам это не может быть продолжено вот именно в том ключе, в котором оно было прежде. По трансформации мы в своей душе, но и чувствовать, словно чувствовать кожей, что вокруг меня меняются обстоятельства, я не могу действовать как раньше. А может быть, у кого-то и был бизнес, мои дорогие, или личное дело, но сейчас тоже что-то пробуксовывает. Тогда эта карта будет говорить, ты должен что-то изменить. Давайте мы посмотрим, что же это за башня, что же это за трансформация. И первую карту мы достанем, что с вашим делом или с вами обстоит сейчас, как видят карты, на данный момент. А карта говорит... Вот смотрите, если вы загадали первый вариант, но вы эксперт в каком-то вопросе или вы профессионал, вам, мои дорогие, вот четко даже не надо знать карту. Это карта профессионала. И нам говорят, работай, у тебя все получится. Удели внимание деталям конкретно. Что-то ты должен передумать, переделать, и это вот как раз очень совпадает с картой трансформации. Ты не можешь сказать, что... Все, мне мои знания прежние не пригодятся. Основная мысль вот первого варианта. Ты как раз свои знания можешь в каком-то совершенно другом контексте преподать. Или, если вы ищете работу, пусть это будет ваша профессия, но она будет не в той сфере, предположим, в которой вы работали до сих пор или еще пока работаете. А это можно и нужно приложить куда-то в другое направление совершенно. Но в то же время... используя ваши знания. У вас сейчас достаточно прочная позиция. И кто-то меня может смотреть, загадав первый вариант, когда вы действительно чувствуете кожей, что тучи какие-то сгущаются. Может быть, участились какие-то проверки в вашей организации. Или ощущение, меня хотят подставить. Или уже это не раз было. И мне постоянно приходится, ну, как говорят, отдуваться за какие-то чужие грехи. И ситуация накалилась до той степени, что я не могу больше оставаться. У кого-то и такой может быть побудительный мотив. И тогда карты говорят, да, тебе нужно оставить, сохранить свое доброе имя, тебе нужно сохранить какие-то твои навыки, но подумать, как их приложить в каком-то совершенно другом направлении. Давайте мы с вами спросим по первому варианту, кто загадал, какова обстановка вокруг вас? По крайней мере, как видят карты. А обстановка такова, удивительно, карты вас прямо в какую-то одну концепцию провожают. По тройке Земли это происходит у нас сдача жизненного экзамена. Какой-то этап нашей жизни, он закончился. И теперь необходимо, может быть, добавить знания. Или мы говорим добавить каких-то новых сведений. Или изучить информацию для того, чтобы более плавно осуществить этот переход. Это карта талантливого человека. Кто загадал на творчество, мои дорогие? Творчество нужно развивать, монетизировать, действительно подумать, каким образом это сделать. И если вы на данный момент еще не поняли, как это делать, поверьте, вам просто не хватает информации. И лучший момент здесь и сейчас. Ведь 16-й старший аркан говорит, ты не медли. Потому что... Может быть, если у вас сейчас сложная ситуация, когда, ну, да вы дошли до какого-то предела, или ситуация, повторюсь, накалилась, вам действительно нужно сейчас уже предпринять какие-то действия, что-либо продумать по части вашего дальнейшего развития, как или вашего дела, или вашей работы, или монетизации творчества.
может быть, добавить знаний, нам опять об этом говорят, но, может быть, по этой, кстати, карте предполагается, что вы можете иметь каких-то союзников. Или это может быть даже один человек, который вас поддерживает. Поддерживает, вы себе сомневаетесь, а вам кто-то может говорить: продолжай. И вот эти две карты, знаете, есть очень хорошая фраза, я ее часто говорю в своих раскладах, видео: продолжай. Или у тебя получится, ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Тут все от терпения. И это пентакли. Это настойчивость. Успех любит настойчивых. Хорошо, давайте мы тогда спросим в ближайшее время, как будет развиваться ваша ситуация. Четверка мечей. Вы должны что-то оставить, передумать, продумать. Складываем оружие мы по этой карте. Ничто не может быть продолжено, нет смысла. Пауза наступила. Какая-то пауза, она вам дается для того, чтобы эта карта конкретно медитации, ну, будем говорить, разговора с собственной интуицией. Или быть честным с самим собой. Есть какая-то реальность. Вот для вас будет важно оценить, что же происходит на самом деле. Не надевать розовых очков и не впадать в какую-то крайность, начиная себя саму анализировать или вспоминать какие-то прошлые ошибки. Вы себе говорите, ведь это карта, вот мы говорим, талантливого человека. Вспомните о своих талантах. Больше самоуверенности. Больше того чувства, когда мы хотим что-то осуществить. И интуитивно мы чувствуем: у меня получится. Да, мы берем ответственность за собственную жизнь. Но вот сейчас эта карта еще и говорит, может, по крайней мере, говорить о том, что тебе важно отойти от какого-то дела, собой не рисковать, не увеличивать дистанцию конфликта, если сложилась сложная обстановка по первому варианту, или это буквально скандалы на работе. Вас тогда пространство подталкивает к важному решению, словно закрывает вам какой-то путь. А вы можете думать, что нет, или копаться в себе. Это я там недостаточно хорош, потому что, ну, вот не нашел с кем-то взаимопонимания. Конечно, так тоже бывает. Но ведь есть и альтернативный вариант. Это может быть или нужно расценивать как подсказку, что а тебе туда не надо. Ищи другой альтернативный вариант. Поэтому, мои дорогие, здесь еще карта может говорить, что бесперспективно какое-то дело. Но вы на данном этапе не видите. Будет какая-то пауза, или ты не сможешь построить карьеру. Или если ты думаешь, что ты займешь какую-то должность по первому варианту, вряд ли. Здесь нужно, либо если должность хотите, карьеру построить, то все равно какой-то другой путь. Давайте мы спросим так. Первый вариант. При сохранении собственных навыков, собственных профессиональных достижений. Больше работать на самого себя, сказала бы так. Давайте мы с вами спросим, как же будет, видят, по крайней мере, по первой карте, по первой позиции, точнее, как видят карты продолжения, если вы действительно начнете искать информацию, чему-то обучаться, или будете делать первые шаги для того, чтобы выйти вот из этой башни, выйти из этой паузы, из какого-то стопора, как будут в ближайшее время разворачиваться события. Удивительно, но вам говорят о том, что будь, с одной стороны, немногословным, с другой стороны, есть такой момент по этой карте, когда нам придется действительно что-то изучать. Ведь карта Иерофант, она может говорить, как для кого-то, например, из вас подсказка, это ты будь, кстати, учителем. Или если вы меня смотрите, и вы действительно преподаватель, и неважно, что вы преподаете, курсы психологии, или вы учите детей в начальной школе, вам нужно делать карьеру, ведь это карта Иерофант. Это есть профессиональный рост. Тогда вам будет подсказывать, ты будь учителем. Может быть, это твоя миссия, а ты об этом не думаешь или раньше не думал. А теперь как раз нужно подумать либо о том, чтобы сделать карьеру, и не в той, значит, должности, где вы бы, может быть, планировали или хотели получить, а тебе еще выше. С другой стороны, по карте Иерофант или Верховный Жрец, вот так выглядит эта карта, нам говорят, уважай традиции, для кого-то из вас согласование важное произвести, или вам по судьбе, мои дорогие, было пройти какой-то
И будет еще какой-то путь, который вы должны пройти, и по-другому это не получится. Судьбоносные сами по себе перемены, с учетом 16-го аркана и аркана Верховный Жрец. Будь мудрым, будь готовым как и учиться, так и передавать свои знания. У кого-то это может быть, как, знаете, к примеру, вы хотите поменять работу, и вы действительно профессионал. Вы ищете работу, потому что вот в данной организации, ну все, уже дальше идти некуда. Рассмотрите свой профессионализм как с позиции обучения. У нас же есть обучение ремеслу, у нас есть технологические какие-то учебные заведения, где именно учат профессионалы своего дела, подрастающее поколение. Может быть и такой вариант для кого-то, как подсказка, мои дорогие. Но и как будут разворачиваться, мы спросили события. Старший аркан. Нам не говорят конкретно. Единственное, что могу сказать по этой карте, это спокойное течение жизни. Вот как раз выйдя из башни, вы в какое-то совершенно другое пространство попадаете. У вас более размеренно уверенная жизнь, может быть. По этой карте нам говорят, что это тот успех, который длиною в жизнь или долгий период времени. Но это что-то надежное, потому что по иерофанту, это еще иерофант у нас, или Верховный Жрец, нищий не бывает. Так вот, по части денег, тут как раз доход, который будет со временем возрастать. Это не будет как легкие деньги, или это не будет какой-то куш, который одномоментный, но это та стабильность или надежная уверенность, когда у меня сегодня все хорошо, и в завтрашнем дне я тоже уверен. Хорошо, тут правда какое-то очень продуктивное, настойчивое продвижение вперед и прекрасные возможности. А как в отдаленном будущем видят карты? Давайте узнаем. Это мы в ближайшем будущем смотрим. Как будут разворачиваться события вашего успеха. У вас будет много сомнений, вы будете где-то не раз оборачиваться назад, и единственная ваша помеха – не устраивайте себе глубокую философию. От вас это потребует душевных сил. Карта говорит, что это не будет легко. И основное препятствие – это вы сами, как ни странно. И по этой карте девятка воздуха или девятка мечей – это карта внутренних страхов, сомнений. Вот это единственное, что вам может помешать. Нужно верить в себя, верить в высшие силы, вы верить в ваших ангелов, мои дорогие. Не создайте себе, может быть, тех сомнений, или к вам придет какая-то информация, вас могут отговаривать, мои дорогие, а у вас свой путь. Рядом карта Иерофанта. В последующем, как разовьются события. И будет, знаете, как еще какой-то новый виток или новая ступень. Так выглядит туз Земли. С одной стороны, и именно здесь. Это карта процветания. Это новых возможностей. Это каких-то важных решений. Нам изображен мальчик, обратите внимание. Почему? Туз – это как начало. Это то зерно наших будущих побед, которое сейчас только на начальном этапе. Или по этой карте мы готовы обучаться, мы готовы идти вперед. Дальше будет что-то развиваться. И когда увеличивается в последующем наш доход, или для кого-то говорят, придет конкретное известие, информация, может быть, вы получите, и это будет означать, ну, как новый этап, как вот я только что сказала. Или от чего-то не отказаться, может быть, рассмотреть как раз альтернативные возможности. Это будет тоже для вас важно. Давайте мы немножко забежим вперед, каково же будущее, каков же прогресс, в принципе, по первому вопросу. Вот нужно быть готовым к тому, что вам придется меняться. Не будет жизнь такая спокойно неинтересная. Нам девочка показана. И опять же, это пентакли. Это двойка Земли так выглядит. Она сама выбирает этот путь. Да, ей сложно. Ей приходится балансировать, чтобы с одной стороны не свалиться в море, в воду, а с другой стороны не разбиться о твердую землю. Может быть, разные люди вам встретятся на пути, разные ситуации, а вам нужно выбрать вот этот узкий фарватер. И нам тут помогает, когда мы ничего никому не говорим, не предвосхищаем свои планы. Успех любит тишину. С другой стороны, не даем себя
Если даже у вас нет единомышленников, тех, которые искренне, которые не 1000 пустых советов дают, а те, которые могут за вас порадоваться, если у вас что-то идет хорошо. Тут больше мы концентрируемся на самом себе. Именно концентрация. Иначе по этой жердочке пройти невозможно. Безусловно, эта карта еще и баланса, когда мы умеем договориться со всеми, быть великим дипломатом. Это есть какая-то игра в этой карте. Может быть, вам среди чужих игр каких-то, да, условно говоря, вам нужно свою какую-то игру держать. И можно эту карту воспринимать как карта-совет. Если вы до этого времени в чужой игре находились, а здесь вам нужно поменять это на какие-то свои достижения, на свой какой-то путь, но сделать это будет возможно. И прекрасное финансовое будущее. Тут кто-то изменит из вас действительно статус и возьмет вот этот верх, или про статус я имею в виду, если это сопряжено именно с должностью какой-то, ростом вашим профессиональным. Все-таки об этом нам тоже говорит иерофант или верховный жрец. Но балансировать придется. А может быть, вы меня смотрите, и это отчасти ваша деятельность, она предполагает, что вы будете общаться с большим количеством людей. Тогда будьте готовы, что с вами могут спорить, вам могут оппонировать, с вами могут быть не согласны. Или какой-то хейт, мои дорогие, может быть направлен в ваш адрес или в адрес того, что вы делаете. Помните, что всегда, наверное, люди, которые идут в такое одиночное плавание, или когда они сами себя создают, вокруг много завистников или каких-то ненужных советчиков, и вам нужно пройти действительно вот по какому-то вами избранному фарватеру, и при этом ни вправо, ни влево, никому ничего не говоря, создать свою игру, прежде чем вы обретете силу. Давайте мы просмотрим. Все-таки мы же не на всю оставшуюся жизнь с вами все рассматриваем. Вот интересно, карты спешат, но много карт. Это оракул, у меня ангелов, и я хочу достать как совет карту для тех, кто выбрал первый вариант. Что нам подскажут карты? И тут конкретно продумай, медитируй, прежде чем дать ответ. Может быть, эта карта говорит еще и о том, перед тем, как с чем-то определиться, вам нужно как и искать, так и находить. Разобрать несколько вариантов возможных, где вы приложите свои собственные усилия. Может быть, по этой карте найди информацию по части юриспруденции или как работает в отношении тебя закон, твоего дела. Здесь нужно что-то улучшить или как-то переиграть, потому что дальше не может продолжаться, мои дорогие. Будь мудрым. И вот, кстати, про мудрость. Карта Верховного Жреца. Будьте мудры, чтобы что-то не разрушить, потому что вы профессионал, а как раз что-либо увеличить или добавить знаний, или, я бы сказала, мои дорогие, вот кто меня смотрит по первому варианту, тут, скорее всего, те, которые действительно вот у вас какой-то навык либо в руках, либо вы эксперт, и вам нужно продумать, каким образом приложить свои собственные усилия не на благо кому-то, а на благо самому себе. И поиск пути, он не будет простым, но он и не будет долгим, мои дорогие, потому что пространство для вас уже меняет как плотность вашей среды, если можно так сказать. И у кого-то это через конфликты на работе, или через какую-то сложную ситуацию, или ваша сейчас ситуация, вы без работы вообще. Так оказались по разным причинам. И тогда нужно оттолкнуться от своего хобби, от своего творчества, от своего ремесла. Что вы умеете делать хорошо? Или, может быть, вам всегда нравилось, вот чем-то заниматься. И вот в том, что вам больше всего нравится или близко к вашей душе, там будет и ваша финансовая стабильность, там будет и ваш успех, и ваша прибыль. Вот как-то так. Нам говорят по первому варианту. И мы с вами рассмотрим второй вариант. Много карт, но верхнюю мы с вами прочитаем. Это пятерка земли.
Ваша задача на сей момент выйти из какой-то зоны, области ограничений, из неверия в самого себя, ведь это всегда недостаток. Здесь ангел нам буквально открывает двери, и нам осталось только войти. Воспользуемся ли мы какой-то возможностью, и у вас подобная какая-то ситуация сейчас может проигрываться, то, что вроде бы есть возможность, и вроде бы, может быть, вы и чему-то душой отдали бы предпочтение, но есть неуверенность. А карта нам тогда говорит, да, есть в чем-то нехватка, тебе готовы помочь, но ты можешь и отказаться от этой помощи из-за своих волнений. Будьте внимательны, мои дорогие. И давайте мы откроем вариант номер 2. Что нам скажут? Прибыль и успех. А здесь решимость сама по себе. Вот не случайно нам пятерка перевернулась. И паж огня или паж жезлов нам говорит о том, что для кого-то из вас это что-то совершенно новое может быть. То, к чему вы не привыкли, кстати. Или то, чем вы прежде не занимались. Эта карта энтузиазма. Может быть, для вас потребуется определенная доля оптимизма. Или вот сейчас как раз нам говорят тогда карта самое подходящее время что-то начать. Да, эта карта еще, мои дорогие, паж, все-таки не такая крупная. Карта говорит, для того, чтобы правильные действия предпринять, придется учиться чему-то, что-то просчитывать придется. Какова ваша ситуация на данный момент? Давайте узнаем. Как видят карты. У кого-то это сопряжено с переездом, у кого-то новая жизнь буквально может быть, и где-то это связано с вынужденным переездом по части того, что обстоятельства так сложились. У кого-то личная жизнь сложилась, что вам нужно переехать было в другую совершенно местность, а то и в другую страну, и начать все заново. Может быть, и учить языки. У кого-то, кстати, могут пройти конкретно языки по этой карте. Потому что, с одной стороны, обстоятельства жизни вас подталкивают к тому, что вы должны действовать. Действовать совершенно в другой какой-то обстановке. Карта говорит перемены, но это прекрасная карта, когда обещается нам успех. Это сила желаний. И пробуй, у тебя все получится. А кроме того, это карта победы, мои дорогие. Поэтому мы можем что-то передумывать, пробовать себя, кстати, не в одном направлении, а в нескольких. Учить не один язык, у кого-то именно с языками будет, повторюсь, связано. И это может быть, к примеру, английский язык для кого-то и язык программирования. Или какая-то другая область, которая, или две области будет смежная. Смежная с тем, что вы либо знаете, либо вам это интересно. Но, как видят сейчас карты, в вашей жизни происходят перемены. Интересно, первый вариант у нас была трансформация. Если кто-то загадал первый и второй вариант, я могу сказать тут точно. Если вы задумываетесь о том, что поменять работу, или где моя прибыль, где мой успех, в каком направлении, вас судьба ставит, как знаете, вы дошли до предела. И дальше вы не можете идти или продолжать что-то, вот как прежде. В заданное направление, оно какое-то, если мы говорим о прежней траектории, оно закончилось. И вы сейчас стоите на выборе. Давайте мы посмотрим, что еще вокруг вас происходит. Какова вообще обстановка вокруг вас. Это карта ностальгия. Если мы говорим про прибыль, про успех, у кого-то могут быть такие мысли, как мне было хорошо когда-то. И это когда-то было, может быть, и годы тому назад, когда вам было спокойно, уютно на рабочем месте. Или вы действительно переезжаете в другую местность, и вы вынуждены оставить работу. Вас на прежней работе все устраивало. Или вы там занимали какую-то должность, а здесь вы, все как с нуля чувствуете так. И вот эта ностальгия, она, с одной стороны, вам греет душу, а с другой стороны, она не может служить для вас прогрессом. По этой карте нам говорят, что у вас есть люди, которые вас поддержат, мои дорогие. Поэтому решайтесь. Вокруг вас очень благоприятная обстановка. Кто загадал второй вариант. Как сам успех у вас на пороге. Или какая-то победа у вас на пороге. Перемены счастливые. И есть та помощь, когда не нужно над собой делать героическое усилие в плане
может быть, ну, финансового какого-то положения. Вам кто-то готов из людей, которые к вам относятся искренне, прийти на помощь. Хорошо, давайте мы узнаем, как будет развиваться в дальнейшем ситуация, как видят это карты, какие перспективы, вот так. Ну, хотим мы или нет, выпадает, вот похож в чем-то расклад, но не совсем, но есть моменты, которые похожи на первый вариант. И там у нас выпадала девятка воздуха, а здесь десятка, десятка мечей. Закрой в прошлое дверь. С одной стороны нам говорят, ты там не вспоминай, что было прежде. Где-то не ностальгируй, потому что ты не вернешь прошлое. Кто-то может по второму варианту смотреть, когда вы вынуждены были, вот повторяюсь, оставить работу, и вы все равно погружаетесь в мысли, как было прежде. А тут задача увидеть совершенно новую какую-то картину. Уже не будет, как прежде. Вот посмотрите, мягко карты говорят, у тебя перемены, счастливые перемены, но ты сидишь вот в этой ностальгии, и у тебя есть риск, что ты сам себе выстроишь вот этот забор. А твоя задача просто-напросто закрыть дверь в прошлое. И у нас ангел показан, обратите внимание, он держит песочные часы. Время идет. Давайте мы с вами спросим тогда, ваши приложенные усилия или в каком направлении видят карты, какую подсказку они вам дадут на данный период времени, кто смотрит второй вариант. Мои дорогие, если есть посторонние шумы, ну, это же какие-то работы на улице, я на это не влияю, прошу извинить. Итак, ваша задача балансировать и осуществить какое-то свое желание. Может быть, вам придется договариваться, может быть, вам придется адаптироваться и организовывать свою жизнь по-новому. Двойка земли, нам говорят, деньги будут, но шиковать ты, конечно, в этом плане, может быть, и не сможешь. У тебя сейчас баланс на первом месте. Нам показана девочка, которая идет по тонкой жердочке, и это ведь она сама добровольно где-то хочет пройти. Значит, куда вам как бы направление указывают карты, вы должны заниматься тем, что вам нравится. Это первое. Другое, у вас должна быть какая-то своя игра. Конкретная игра проходит по этой карте. Да, вы можете принимать участие на первых порах или учитывать обстоятельства вашей жизни или какие-то условия, но при этом не терять из виду ваше направление и цель. Может быть, какой-то период времени придется вот балансировать среди костной среды. Не все будут разделять ваше мнение, это не имеет значения. Может быть, себе напоминайте, вот как по этой карте, что ваша победа и успех где-то будет зависеть напрямую от того, как вы пройдете не такой большой участок пути, но вам придется балансировать. Это то, что будет в ближайшем будущем. Давайте мы посмотрим, как карты видят отдаленное будущее, ну, то, что следует дальше. Какие ваши усилия? Вот вы набираете такую силу, посмотрите, второй вариант. Вы действительно, не случайно вам выпала карта успеха, карта победы именно в этой колоде Таро ангелов. Это карта силы, энергетика, как у карты мага. И вот этот самый баланс, он тут тоже повторяется, о чем нам говорят. Это сама по себе дипломатия. И если это какие-то начальные стадии дипломатии, когда вам придется договариваться, для кого-то учить языки, когда будет много, может быть, контактов, и по аркану сила, когда мы эту дипломатию или вот это взаимодействие с людьми перекладываем себе на пользу, все решают люди. И девушка прекрасная нам показана на этой карте, которая сумела со львом договориться. Конечно, лев – это прообраз нашего эго, наших сильных эмоций. И карта нам говорит, у тебя много раз будет такая ситуация, когда эмоции будут просто зашкаливать. Тебе захочется всех или послать куда-то подальше, или наоборот, у тебя какой-то будет с чем-то или с кем-то несогласие. Но если ты в себе этого льва усмиришь, ты себе скажешь спасибо. Управлять самим собой или эмоциональным фоном будет важно, потому что вам придется, может быть, договариваться с подобными львами. И на этой карте лев подчиняется. Почему? Он не чувствует агрессии. Вот вам говорят, ваша сила в дипломатии и в том, как вы сумеете договориться. Значит, какой-то ваш план, мои дорогие, 100% перспективен.
Карта сила, это мы еще до конца не дошли. И у вас все достаточно карты, посмотрите, позитивные. Нам сразу сказали про победу. Но для этой победы придется самого себя изменить. Или саму себя. И потом вот эта карта сила, это карта прекрасных возможностей. Я уже больше карты не тяну. Давайте мы совет на оракуле достанем карту. Может быть, что на данный период времени. Ух, аж перевернулась. Вам говорит карта. Правда, у кого-то история любви, кто-то переезжает именно потому, что, ну, так сложилась ваша личная жизнь. Или вы хотите изменить свою личную жизнь. И так тоже бывает, кто-то ищет счастье за 3-9 земель. И вы переехали с надеждой, что изменится моя жизнь, моя личная жизнь, изменится вообще мое направление, качество жизни. И здесь говорят, что нужно, конечно, еще и любить свое дело. Безусловно, об этом. Вы должны заниматься тем, что вам нравится. Иначе какой-то успех не будет, ну, нет возможности состояться. Почему? Нам ведь сказали закрыть дверь в прошлое. Заниматься вот только тем или идти в том направлении, которое лично интересно вам. А с другой стороны, нам могут еще говорить о том, что тебе придется, может быть, много раз что-то переделывать, согласовывать. Или пройти тот путь, когда с тобой не согласны, как я уже говорила. И если вы любите свое дело или свое занятие, вот этот успех, вот эта прибыль у вас определенно будет. Второй вариант. Здесь нет таких сложных моментов или направлений, как по первому варианту. Здесь у нас все-таки начинается через вынужденную трансформацию. Дальше не может так продолжаться. А здесь все же по жезлам и по пажу жезлов. Это ваше желание, сила намерения. Или ваша мотивация. Может быть, карты говорят, поддерживай в себе вот эту мотивацию. Что нам еще подскажут? Давайте еще одну карту достану. И проясняй или контактируй с людьми, ясно выражаясь. Вы должны правильно для блага самого себя выражаться, чтобы вас правильно поняли. А для кого-то из вас эта подсказка не случайно сказала про языки. Вам нужно хорошенько изучить какие-то языки, чтобы люди вас могли более правильно понимать. Все-таки от пониманий по второму варианту будет зависеть, как вот ваш баланс, как ваш финансовый успех, как умение быть дипломатом, как умение договориться. Второй вариант, тут очень много зависит от людей и от вашей правильной стратегии, как вы сумеете договориться. Нет ничего невозможного, но пройтись вот по этой жердочке и держать баланс и равновесие вам придется, но оно того стоит. Перекладывайте на себя второй вариант, мои дорогие. Третий вариант открою заранее. Нам не говорят, что вот в этом направлении тройка мечей или тройка воздуха изначально будет какой-то быстрый успех. Тот, кто загадал третий вариант, вы сейчас в сложном душевном состоянии. Вы можете быть в смятении. И на этой карте ангелы успокаивают девушку. Не на всех, кстати, картах есть ангелы. Вот, к примеру, второй вариант. Это сила вашего желания, как мы говорили. Это то, что вы задумали. Тут только перышко. По карте трансформации ангел выводит. А здесь аж 2 ангела вас успокаивают. Вот, чтобы вы почувствовали разницу. Есть какая-то потеря в вашей жизни. Что-то не может быть продолжено. Может быть, вы смотрите расклад, потому что прежде вас устраивала ситуация по работе абсолютно. Есть что терять. Или для кого-то из вас, может быть, по части личной жизни была какая-то душевная травма, и вы вынуждены были переехать или уволиться с прежнего места. Или вы сейчас в сложной финансовой ситуации, вам нужно отстроить новую концепцию своей прибыли и своего собственного успеха. Но вот эти тяжелые мысли, какая-то как и потеря, так и через прощение, нам говорят карта. Или через принятие самого себя. Умеете прощать себе какую-то ошибку. Также могли загадать третий вариант те, кто, ну, может быть, вы действительно где-то оплошали, поторопились, откуда-то ушли, уволились или же какое-то дело завершили. А теперь вы вспоминаете и говорите себе, а ведь вообще-то было не так уж и плохо.
Но вот третий вариант. На данный период времени точно есть какое-то сожаление. И вы знаете, какая задача для вас? Через прощение самого себя. Через прощение, может быть, кого-то. Не увеличивать дистанцию конфликта, но вот какой-то сложный путь вам довелось пройти, и это совершенно необходимо, прежде чем вы отстроите что-то по-новому. Или для вас это новое направление, оно должно быть, ну, если вот первый вариант мы говорили, там был у нас профессионал, то по третьему варианту нам об этом не говорят, о профессионализме. Сейчас мы раскроем, но, скорее всего, выход в другой стороне. Давайте мы посмотрим, какова ситуация у вас сейчас. Может быть, вы смотрите из-за того, что есть разочарование, вы получили, ну, вот на вашем месте работы или по вашему личному делу, бизнесу, есть какой-то минус, есть какой-то деструктивный, и причем очень сильный вариант, может быть, как обида у кого-то, что я прикладывал столько усилий, а у меня ничего не получилось. Так что же с вами теперь? Чтобы вы могли сориентироваться, насколько вам подходит этот вариант. Да, нам продолжают карты девятка воздуха или девятка мечей. Это карта внутренних страхов. И все то, что я сказала по тройке, вас ангелы успокаивают. А по девятке, обратите внимание, ангелов нет. Вы и себе должны сами помочь. Открыть глаза, увидеть какую-то другую реальность. Не устраивать себе ненужной философии. Вы должны быть реалистом, как никогда прежде. Что же сейчас в вашей жизни еще? Когда все хочется сохранить, когда все хочется удержать, хочется сделать что-то по-своему. Хочется и контролировать все. И здесь, наверное, по-разному. Помните, что есть то, что вы не сможете удержать. То, что уйдет безвозвратно. Мы вынуждены, да, простить и отпустить, может быть, что-то, какую-то ситуацию. И вот эта четверка Земли, она может быть, как, знаете, какой-то консерватизм, который, с одной стороны, говорит о том, что вы не остались, ну, в совершенно какой-то патовой ситуации. У вас есть как раз ресурс, и в вас самих есть потенциал. Это точно. Но чрезмерное где-то вот этот консерватизм, желание получить именно в том контексте или сделать именно так, как вот вам хочется, а так в жизни не бывает. Нам приходится часто договариваться или где-то быть великим дипломатом, балансировать для того, чтобы или прежде, чем мы найдем нужный фарватер или как путь жизненный. Поэтому, с одной стороны, позиция ваша сейчас, если мы говорим про деньги конкретно, деньги есть. Но, может быть, они вас не устраивают, и вы хотите, чтобы именно был доход в каком-то вашем ключе. А карта нам все равно, обе сказали, ты немножко отпусти вожжи, ослабь этот контроль, увидь совершенно какие-то новые направления, или ты сам себя будешь подавлять. И тогда вот этот консерватизм будет для вас же самих наказанием. Давайте посмотрим как совет. Вот продолжается тема по третьему варианту. Четверка воды и пятерка, извините, воды. И нам говорят, все пятерки это недостаток. И здесь недостаток эмоциональный. Ангел вас успокаивает. Снова нам говорят об этом карте. И вы должны что-то оставить. Вы должны кого-то простить. Или позволить себе право ошибаться, мои дорогие, и идти дальше. Вы можете слишком драматизировать события по третьему варианту. И сами тут действительно пройдет то, когда вы хотите что-то получить именно в определенном контексте. И три карты вокруг говорят, так не получится. Может быть, в силу обстоятельств, или может быть, в силу того, что не все в вашей власти. Может быть, в власти каких-то обстоятельств непреодолимой силы или какой-то истории. Или это зависит от решения людей. И вы тоже на это не влияете. Но нет трагедии, опять же. С одной стороны, нам говорят, реальность, увидеть ее. Посмотрите, два человека закрыли глаза. Они находятся в глубине своих эмоций, переживаний. Они даже не хотят видеть реальность. Или хотят видеть именно так, как им это или удобно, или как они считают правильным. Но именно это вас ограничивает, не дает увидеть
собственные горизонты, возможности или не дает расширить кругозор. Хорошо, если вы вот будете продолжать в таком ключе, что карты нам скажут в ближайшее будущее? Или будете продолжать это дело, например, это направление? Ничего не меняется. Семерка воды – это карта выбора. В этой колоде карта особенно. И нам говорят, что да, мы что-то удерживаем, но мы упускаем возможность. И конкретно прокрастинация идет по этой карте. И нам говорят о том, что ты никак не можешь принять решение, или приступить к чему-то. И вот эта прокрастинация, она тебя разрушает. Нам, точнее, показана витрина, где стоят 7 кубков. И нам всего-то наша задача открыть эту витрину, которая уже запылилась, и взять этот кубок. Может быть, у вас много направлений или много желаний. Тогда нужно принять во внимание, что нас не хватит, или часов в сутках не хватит, чтобы двигаться сразу в нескольких направлениях. Нужно определиться с чем-то одним, но сделать это более чем реально. И мы теряем время. Если ты еще просидишь какое-то время, ты потеряешь время окончательно. Тут в этой колоде карт именно эта карта говорит о потере времени. Ты его упустишь, потом не нагонишь. А что может быть? Вот, или как видят, как совет давайте. Потому что тут нет смысла что-то продолжать. Тут нужно делать выбор. Так вот, как карты видят ваш выбор? Может быть, какое направление? А вы знаете, у вас может быть человек конкретно, который вам помогает. Может быть, это человек опытный и мудрый, и он вам дает какие-то советы. Прислушайтесь, это может быть кто угодно. Это может быть ваш супруг или супруга. Это может быть кто-то из родственников или добрый друг. По этой карте это тот, скорее всего, человек, который вас выручал деньгами. Или оказывал вам какое-то содействие, это точно, от души. Может быть, денег у него и не было, но он вам именно помогал. Он за вас переживает душой. Вот по этой карте это проходит. Если вам нужно решить сейчас какую-то финансовую тему, вопрос, у вас есть человек, который вам тоже это поможет. С другой стороны, может быть, у вас по третьему варианту есть какая-то задумка, которая требует вложения денег. И вас кто-то отговаривает. И вы знаете, тогда есть смысл прислушаться. Если ваш бизнес связан, мои дорогие, с тем, что или личное дело, что вам нужно сразу вложить крупную сумму денег. Или когда вам нужно взять кредит на развитие бизнеса. Да, кредит вы получите, но не испытывая иллюзий, тебе будет тяжеловато его отдавать. По этой карте деньги вообще есть и деньги будут. Но это те деньги, которые, скорее всего, с помощью кого-то к вам приходят. Давайте мы посмотрим, что же это, как видят карты дальше. Не совсем раскрывают. Может быть, это кто-то будет помогать, чтобы вам сделать этот выбор, как видят карты, дальнейшее продолжение. И все равно нам карты уводят к тому, что есть желание потратиться на что-то, и вы сделаете ошибку. Я не буду дальше тянуть карты, потому что удивительно, но третий вариант. Вот в центре у вас сейчас финансовое положение или возможность какая-то финансовая. Она достаточно стабильная. Вы можете сейчас что-то контролировать. Но если вы загадали, неважно что, то надо что-то переделать. Вот оно не должно быть в том сыром варианте. Вспомните, какой вопрос вы задали картам, когда смотрели это видео, начинали, выбирали этот вариант. Так вот, это, скорее всего, ошибочно. И ваша задача, как принять ошибку собственную, простить самого себя, может быть, простить кого-то еще, если это был, или как инициировано было каким-то конфликтом. Может быть, нам говорят попросту, у вас есть личное дело или бизнес, или какое-то направление, но ваша сегодняшняя ситуация, или вы работаете, мои дорогие, в какой-то организации, тогда вам надо там оставаться. Я вам прямо скажу. Оставаться и пока никуда не уходить. Здесь нужно с кем-то примириться, найти общее взаимоотношение, взаимопонимание, быть великим дипломатом и проговорить что-то, потому что причина в вас самих.
И если мы говорим, вы все равно желаете, меня ведь не только в организации смотрят, а мы все же личное дело, прибыль и успех, то где-то другое направление. Или вам нужно добавить, ну, каких-то альтернативных вариантов, может быть, что-то изучить, признать в первую очередь, как и собственные ошибки, не корить себя за это, за какую-то оплошность, может быть, и пока использовать какой-то нынешний период для того, чтобы определиться, каков мой путь дальше. Но вот то направление, повторюсь, карты не видят, что оно будет продолжено. Вы, ну, как знаете, петлю на шее можете затянуть. Потому что вокруг нам не говорят ни разу про продвижение. Я уже и так спрашивала. Давайте на оракуле совет от карт. Если ты действительно в это веришь, значит, кто-то может и не верить, а нам карты и говорят, что про сомнения. То есть вот третье направление может быть вызвано, допустим, или желание поменять работу, или уйти в свободное плавание, каким-то конкретно конфликтом. Или, у меня сейчас сильная позиция, я все контролирую, и у меня будет то же самое потом. А так не будет. Да, ты можешь верить, действительно, но тогда приготовься к тому, что тебе вот эти вот все сложные карты придется быть реалистом и пройти какой-то, ну, совсем не тот путь, как ты это себе представляешь. Тут будут все равно развиваться обстоятельства по своему сценарию. Увы, третий вариант, мои дорогие. Хорошо, пусть будет карта совет, что же вам теперь делать? Ваши действия. Куда приложить? Вот конкретно нет. Я уже точно не продолжаю. Мы завершаем наш второй расклад. Я надеюсь, мы раскрыли, насколько возможно, третий вариант. И так, и эдак с разных сторон. Но не видят, мои дорогие, по третьему варианту продолжение вот какой-то вашей задумки. Здесь вот сейчас нужно эту ситуацию, по крайней мере, сохранить. А если вы задумывали какой-то вместе с третьим другой вариант, тогда нужно определиться в направлении чего-то другого. Перекладывайте на себя, мои дорогие, будьте счастливы, будьте любимы всегда.